прошлой серии «Бедной Насти». Ради бога, простите, принцесса. Вы стали еще прекраснее с тех пор, как я видел вас в последний раз. Господи, да дайте же мне пройти, я нужен врач. Я сам в состоянии донести свою невесту до дому. Таня, накричи на меня, скажи, что я мерзавец, подлец. Все что угодно, только не молчи. Мне больше нечего сказать. Даже не догадываетесь, что она... Еще одно слово об Анне, я тебя убью. Ты ошибаешься. Тебя спас Андрей Платоныч, твой жених. Лиза? Что ты здесь делаешь? Лиза, что с тобой? Я знала, что ты придешь. Лиза? Лиза! Лиза! Ну, прямо камень с души свалился. Лиза вернулась. И вы, молодцы, мои хорошие, не растерялись. И никто, кроме нас, так и не узнал о том, что Лиза пропадала. Вы ведь поэтому так довольны, маменька? Какие ты иногда глупости говоришь, Андрей. Дочь моя вернулась в целости и сохранности. Теперь и к свадьбе можно готовиться. Не рано ли думать о свадьбе, маменька? Лиза еще не оправилась. Оправиться? Она же теперь дома в безопасности, беспокоиться не о чем. Но она такая бледная. Ну ничего, ничего, отоспится, отдохнет. Теперь-то я уверена, что вся эта история с исчезновением не более чем уловка. Маменька, как вы можете так думать? Вы же видели, в каком она состоянии вернулась. Ну неужели такое можно сотворить над собой нарочно? Перестань, Соня. Она хотела спрятаться в лесу. Убежала в лес, да и заблудилась. Сама себя наказала. Господи, если б не Андрей Платоныч, страшно подумать, что могло бы выйти. А она-то, дурочка, думает, что ее спас Корф. Замуж не хочет идти. Вот и весь ответ. Неблагодарная. Но она не любит Андрея Платоныча, да и он ее тоже. Соня, он ее спас. Какие могут быть еще разговоры? Да мы по гроб жизни должны быть ему благодарны. Елизавета в первую очередь. Самара. Да. Теперь я знаю, что это не пустыня, а город России. Самара. Очень красивое слово. На этой карте еще очень много красивых слов. Мария, посмотрите на карту. Вот здесь Урал. 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 Уральские горы. Границу между Европой и Азией. Мария, если вы не будете смотреть на карту, вы ничего не усвоите. Тоже Россия. Да, это Сибирь. Туда ссылают на каторгу. А мы сейчас находимся вот здесь, в Санкт-Петербурге. А что там? Там Крым. Там море, солнце. Очень красиво. А я тоже хочу видеть это. Да, когда-нибудь обязательно увидите. Я немного отвлекся. Сейчас настало время показать то, что вы усвоили. Покажите мне, где Уральские горы.
блестяще, но это Кавказ. Кавказ? Кавказ. Россия очень большая. Кавказ, Ураль. Ну, хорошо, хорошо. Я вам покажу на наглядном примере. Мария, смотрите внимательно. Вот здесь Уральские горы. Вот здесь Европа. А вот здесь Азия и Сибирь. А где Крым? А вот там находится Русская Америка, Аляска. Очень интересно. Да, интересно. Получается, что Россия лежит не только в двух частях света, но и на двух материках. А где мой Гессен-Дармштадт? Мария, но он же настолько маленький, что его невозможно показать на карте. Я думать, на сегодня географии хватит. Натали, вы последнее время сами на себя не похожи. Не расскажете ничего, не посмешите. Все молчите и молчите. Мне сейчас не до шуток. Вы все еще сердитесь на Андрея? Я же сказала, что это он на меня сердится. И это все из-за того, как вы обошлись с его крепостной? Натали, вы же всего-навсего попросили починить перчатку. Мужчины так не постоянно. Оставьте нас. Я уже наслышана о твоей ссоре с Андреем. Госпожа Нарышкина не виновата. Это я приказала ей пересказывать мне все самые свежие сплетни. Я понимаю, Ваше Величество. Еще она рассказала мне, что после ссоры ты ходишь сама не своя. Я такого при дворе не потерплю. Полагаю, самое время вызвать Андрея обратно в Петербург. В разлуке трудно разобраться в собственных чувствах. Вы читаете мои мысли? Мне хочется видеть тебя радостной и спокойной. Ты всегда была верна мне. Вы очень великодушны, Ваше Величество. Кстати, ты уже знаешь, что Мария Гессен-Дармштадтская прибыла ко двору? Да, государыня. По уставу положено ей главную фрейлину назначить. Ваше доверие – великая честь для меня. Если это честь, от чего же ты не рада?
Как же мы теперь без вас? Кормилец вы наш. Карл Модестович, откуда-то вы такой красивый? Не твоего ума дело. Кто ж посмел вас так отделать? Врасплох меня застал. Дался бы я ему просто так. Да о ком вы? Самодовольный князек. Приятель молодого Корфа. Репнин. А, Анькин соколик. Принесла его к нам нелегкая. Что за ужасный человек? Мне как раз показалось, что ты ему глазки строила. Да он мне убийство хотел приписать. Вопросы подлые задавал. Так он уже говорил с тобой? И отстал? А что ему еще делать? Я барона не убивала. Правда? Если кто и хотел после его смерти графин с отравленным бренди выкрасть, так это не я. Ну и хорошо, что меня за этим застали. А то бы и я Богу душу отдал. Как скажете. Хочешь верить, что я виноват? Пожалуйста, верь. А могла бы и помочь мне. Сделать так, чтобы Анну обвинили в убийстве старика. Мне все равно, кто барина убил. Главное, чтобы вина на эту стерву выпала. Так что вы придумали-то? План очень простой. Новый барин не меньше нашего хочет, чтобы Анна за решеткой очутилась. Я думал, ты пойдешь к Лизе. И что я ей скажу? Скажешь, как ты рада, что она нашлась? У меня нет для Лизы хороших новостей. Ты же знаешь, что сказала маман. Ей придется выйти замуж за Забалуева. Забалуев весьма уважаемый человек. Он позаботится о Лизе и обеспечит ей безбедную жизнь. Но она не любит его. Господи, неужели меня ждет то же самое? Что ты имеешь в виду? Я скоро войду в тот возраст, когда нужно выходить замуж. И неужели ты позволишь маман выбрать для меня более уродливого и старого мужа, чем Забалуев? Конечно же нет. Возле тебя будет множество поклонников. Откуда им взяться? Наступит время и появится. Как появился Забалуев. Сонечка, ты слишком молода и не все понимаешь. Когда станешь постарше, посмотришь на все совсем другими глазами. Я знаю одно. Ты Лизу не поддерживаешь. Она умоляла тебя отказаться от этого брака. Избавить ее. А ты настоял на том, чтобы он состоялся. Я все правильно сделал. Что ж тут правильного? Заставить Лизу выйти за человека, которого она терпеть не может. Да я вижу, как она мучается. Почему этого никто больше не замечает? Соня, Лиза огорчена, потому что мы наконец нашли человека, который сможет усмирить ее характер. Поверь мне, это то, что нужно твоей сестре. А что нужно мне? Тебе? Ну, ты не такая, как Лиза. Ты ведь разумная девушка. Наступит время, и ты сама сделаешь правильный выбор. Мне не дадут сделать выбор. Пока маменька контролирует нашу жизнь, наше будущее тоже в ее власти. Я обречена, как и Лиза.
Если такова ваша воля, для меня будет честью служить принцессе Марии. Понимаю, что ты не слишком рада. Ведь принцессу пригласили в Россию для того, чтобы она в известном смысле заняла место Ольги. Я помню, как вы были дружны. Не думаю, что принцесса займет место Ольги в сердце цесаревича. Ты проницательна, Натали. Поэтому я хочу, чтобы с Марией была именно ты. Могу ли я спросить, как именно вы хотите, чтобы я помогла вам? Цесаревич, похоже, не осознает, что выбирает не только будущую супругу, но и будущую императрицу. И с этой стороны, боюсь, его выбора совершенно не продуман. Вы пробовали узнать у самого цесаревича, чем обусловлен его выбор? Наталья, я бы не обращалась к тебе за помощью, если бы это было бы возможно узнать от Александра. Я хочу, чтобы ты мне все рассказывала. Я не думаю, что Александр будет настолько откровенен со мной. Ты редкая умница, Наталья. Ты умеешь внушить доверие и симпатию собеседнику. Я верю, что именно ты сможешь разузнать истинное намерение Александра. Ну, Ваше Величество. Ну, конечно. Ты понимаешь, что этот разговор должен остаться между нами? Что ты от меня как от черта шарахаешься? Неужели страшен так? Пряник-то свежий? Свежий. Чаек к ней несешь? С мятой? С мятой. Правильно, мята полезна. При нервных расстройствах. Бедная девочка. Сколько испытать пришлось. Она ничего не рассказывала? Барышни еще не просыпались. Но вы не волнуйтесь, Андрей Платонович. Как только Елизавета Петровна глаза откроет, так она сразу же все про пощечину и расскажет. Нигде нет твоей второй туфельки. Наверное, во дворе обронили. Такая суматоха была, когда ты нашлась. Все чуть с ума не сошли. Жалко, что потерялась туфелька. Сонечка, милая, так с кровати встать хочется, сил нет. Принеси мне свои туфли, раз мои не нашлись. Какие? С голубыми бантиками? С голубыми. Раз уж вы изговорили о бантиках, значит, наверняка на поправку пошли. О бантиках. Слава Богу. О бантиках. Зачем мне бантики? Я нарочно Соню спровадила. Впечатлительная она очень. А я с тобой поговорить хотела. И я с вами. Значит, меня Андрей Платонович нашел, да? Теперь его все героем считать станут. Почему все не так, как мне приснилось? Что, Елизавета Петровна? Будто Владимир нес на руках меня по лесу. Таня, может быть, это был не сон? Может, так оно и было, а? Знаете, мне тоже в это очень странно верится. Чтобы господин Забалуев вдруг таким героем сделался. Но когда я спускалась во двор, вы лежали на скамейке без чувств, и он стоял рядом. Вот так вот, как Наполеон. Значит, это был сон. Как жаль. Пора просыпаться. Доброе утро, Андрюшенька.
забыть о том, что произошло. Так будет лучше для всех. И для тебя. Таня, накричи на меня, скажи, что я мерзавец, подлец. Все что угодно, только не молчи. Мне больше нечего сказать. Пора просыпаться. Кто там? Да лошади это, никого там нет. Да. Наверняка лошади. Так рассказывайте, как Ваньку в тюрьму засадите? Очень просто. Вот это нужно Анне в комнату подложить. Что это? Яд? Только смотри, не дай бог мне все испортишь. Так вы ее отравить задумали? Да нет же, дуреха, чем ты слушаешь? Я сделаю так, чтобы все подумали, будто это Анна отравила барона. Ах, актриса. Да брось ты, брось. Как будто я не знаю, как ты любишь людей травить. Думаешь, забыл, как ты Анне в комнату букет подсунула, а я чуть не потравился? До смерти я еще никого не доводила. А этого и не понадобится. Эту скляночку ты в комнате у Анны спрячешь. Потом пойдешь убирать у нее. И как бы случайно обнаружишь ее, невзначай, понимаешь? Прибежишь ко мне жаловаться, а я уже за исправником пошлю. Тут-то ее и арестуют. Понятно. Я даже мотивчик давно уже придумал. Иван Иванович, он ведь, оказывается, передумал Анне вольную давать. Как это передумал? Я же ему должна была передать. Вот дуреха, отдай сюда. И если не смекаешь, что к чему, только мне все дело испортишь. Ну что вы в самом деле, Карл Модестович, объяснили бы толком, а то сразу дуреха. Про вольную. Наврать нужно. Будто барон подписать-то ее подписал. А отдавать Анне передумал. Понимаешь? Теперь поняла. Врать-то я умею. Это дар особенный. Раз человек хорошо врет, значит, у него есть актерский талант. А я хорошо вру. Вот и прекрасно. Потому что начинать тебе придется прямо сейчас. Что вы делаете, Никс? Хочу понять, в хорошем вы расположении духа или намечается буря? Разве мои чувства кого-нибудь интересуют? Natürlich, mein Herz. Вас интересуют не мои чувства к принцессе Дармштадтской, а то, собираюсь ли я препятствовать этому браку. Угу. Однако я решила смириться с выбором Александра, и я вам уже говорила об этом. Да. Что же еще вас интересует, Ваше Величество? Меня интересует, что подвигло вас к столь мудрому решению. Он под вашим чутким руководством выбирает жену будущему императору всея Руси. А я всего лишь невестку. Жалость к себе не ваш стиль, Шарлотта. Скажите, что вы задумали? Подыскиваете более подходящих кузин для женитьбы? Задумала написать своему кузену. Прочтите, Ваше Величество. В нем я выражаю надежду, что его дочь обретет достойного супруга. Тем самым я даю понять, что мы не рассматриваем ее как невесту нашего сына.
Я слишком хорошо вас знаю, Шарлотта. Вы так легко не сдаетесь. Скажите, что у вас на уме? Как жаль. Платье мокрое, я очень Неуклюжий. Мари, перестаньте расстраиваться. Вы великолепны, просто бесподобны. Это я. Я неуклюжий, вот. Объявляю сегодняшний день днем неловкости. Я рада видеть вас, ваше высочество, в таком веселом расположении духа. Разрешите представить, фрейлина императрица Наталья Репнина. Вы ошибаетесь, ваше высочество, отныне я не фрейлина, государыня, а фрейлина принцессы Марии Гессен-Дармштадтской. О, я очень рада. Вы учите говорить меня правильно, если я ошибаться. Хорошо? Неуклюжий. Да, очень хороший учитель. Я скоро буду знать все. Если вам угодно, мой русский также к вашим услугам. Ну, уверен, ваш учительский талант намного превосходит мой. Я всего лишь проводил урок географии. И вот результат. Сломанная указка, перевернутая ваза и мокрое платье. Нет, вы очень хороший учитель. Очень. Я уже знать, где Самара и Крым. Крым? Но мне надо менять платье. Оно мокрое. Что ж ты молчишь, храбрец? Небось, кишка танка в живого человека-то выстрелить. Все про тебя, Владимиру Ивановичу, скажу. Будешь знать, как надо не измываться. И что ж ты скажешь? Крепостной конюх убил своего барина по приказу любовницы, на которую тот составил завещание. По-моему, складно звучит, а? Так вы все это время находились в избушке у сычихи? Ну почему же вы смолчали, когда мы с Андреем приходили искать вас? Потому что сычиха мне про смерть отца что-то рассказывала. И если бы я ушла, она бы мне ничего не сказала. Про смерть Петра Михайловича, что же она говорила? Ну, я не помню, я пытаюсь вспомнить. Она меня чем-то опоила, все как в тумане. Так вот, вам нужно отдохнуть, барышня. А если сычиха что-то говорила важное, то это непременно вспомнится. Наверное. Но я не могу вспомнить. Что было сном, что явью. Ну вот пощечина Андрея Платоновича я век не забуду. А какое у него было лицо. Ударил раз, значит, и снова сможет ударить. Беспокойно мне за вас, Лизавета Петровна. Андрей Платонович у нас теперь еще и герой. Спас меня, на руках вынес. Да если бы он вас не ударил, вы бы и в лесу не оказались. И к сычихе бы не попали. Герой. Как можно любимого человека ударить? Еще о любви толкует. Вы бы Марии Алексеевне все рассказали. Уж она не потерпит, чтобы родную дочь жених по лицу бил. Это правда. А что же я медлю? Танечка, пойди к маменьке и скажи ей, что я ее очень хочу видеть. Тотчас ей все расскажу.
Андрей Платоныч, заходите, заходите. Ну что ж вы в дверях мнетесь? Спаситель вы наш. Ну что вы, Марья Алексеевна. Спаситель, спаситель. Как же вас еще теперь называть? Вот, составляю список блюд к свадьбе. Насчет перепелок в винном соусе ничего не имеете? Боюсь, что после случившегося вы передумаете выдавать за меня Лизу. Это что это вы такое говорите, Андрей Платоныч? Такой герой. Какая же мать за героя не выдаст свою дочь? Ах, Марья Алексеевна, никакой я не герой. Ну не кокетничайте, не прибедняйтесь. Это же я во всем виноват. Если не мой поступок, ничего бы этого не было. О чем вы? Только ради бога, Марья Алексеевна, выслушайте меня и попытайтесь понять. Говорите, я вся внимание. Как вы знаете, Елизавета Петровна тогда опоздала на пьесу. Я уже ее ждал. И когда она появилась, представьте, вместо того, чтобы извиниться, она вдруг на меня кричать. И такими словами стала называть, что я покраснел. Я подумать не мог, чтобы воспитанные барышни знали такие слова. Она повела себя крайне неуважительно. И я бы даже сказал грубо. И что же вы? Ну, я-то человек войной контуженный. Я когда разойдусь, так бываю не сдержан. Я вышел из себя и, в общем, дал ей пощечину. Елизавета Петровна бежать бросилась, я уже догонять ее не стал. А когда спохватился, то уже ее и след простыл. И куда, что? Боже, как я раскаиваюсь. Я совершил ужасный, непоправимый поступок. И... Марья Алексеевна, вы когда-нибудь сможете меня простить? Вы не доверяете мне, сир? Доверяю. Конечно, доверяю. Но только не тогда, когда речь идет о принцессе Марии. Возможно, наш сын не слишком благоразумен в выборе будущей супруги. Но вы, моя дорогая, слишком требовательны в выборе будущей невестки. Не только невестки. Со временем она станет императрицей. Поэтому требования к ней гораздо выше, чем если бы она была невестой обычного человека. Вы слишком нервничаете в последнее время. Поберегите себя, Шарлотта. Хорошо. Пусть наш сын поступает так, как считает нужным. Я не буду вмешиваться. И не пытайтесь усыпить мою бдительность разговорами о том, что вы согласились с решением Александра. Я не согласилась. Я смирилась. Но я по-прежнему считаю, что Мария неподходящая партия для Александра. Чем вам не угодила Мария? Только лишь происхождением. Но вспомните, не все русские императрицы были знатного рода. Я уже не раз повторила, что не стану препятствовать этому браку. Чего же более вам нужно? Я знаю, насколько вы бываете упрямы, Шарлотта. Что ж, не хотите говорить правду, не надо. Однако, если вы решили отговорить Александра от этой женитьбы, как я и предполагаю, кому-то от этого не поздоровится. Вы не в восторге от своего назначения, Натали? Почему вы так решили?
Ну, я же здесь вырос. И давно научился угадывать, что скрывается за внешней вежливостью и почтительностью. Ваше Высочество, я всегда была искренне с вами. Но это только упрощает задачу. Вы никогда не умели скрывать свои мысли. Опасное свойство для фрейлины. Однако именно за это я вас и уважал. И мне очень жаль, Натали, что именно вы относитесь к принцессе столь... Недоброжелательно? Именно. Принцесса здесь ни при чем. Да? Я наивно полагала, что когда сильно любишь, это чувство не может исчезнуть за одну ночь. Мои чувства к Ольге останутся при мне. Но я не намерен их более с кем-либо обсуждать. Я будущий император и должен следовать разуму, а не чувствам. А поступать так с бедной принцессой – это разумно? Возможно. Должен признать, когда пригласил ее в Петербург, мною двигали не самые благородные порывы. Однако, когда она приехала во дворец, я изменил свое отношение к ее приезду. Я слышала, что когда увидели принцессу впервые в Гессен-Дармштадте, вы были в восторге от нее. У вас разгорелась давно дремавшая страсть? Вы для кого это спрашиваете, Натали? Для себя или для императрицы? Для папы римского. Сошлю. О, Мария, вы великолепны. Вам бесподобно идет это платье. Позвольте, я проведу вас по Зимнему дворцу. В некоторых комнатах я сам не бывал после реставрации. Вы согласны? Вы очень любезны. Отлично. Пойдемте. Простите. Передайте императрице, что я женюсь на принцессе. Чтобы мне этого не стоило. Натали. Пойдемте. Ну вот, тебе уже лучше, Лизонька. Татьяна мне сказала, что ты хочешь срочно поговорить со мной. Да. Я хотела поговорить об Андрее Платоновиче. Я ведь из-за него убежала. Ну, рассказывай. Он очень рассердился за то, что я опоздала на пьесу. Ты часто опаздываешь, Лиза. Да, это правда, но в этот раз было все по-другому. Он мне прочел целую нотацию, как будто мы с ним уже женаты. Ты считаешь, что он не имеет на это права? Да, я сказала ему, что он мне не муж и не хозяин, чтобы так со мной обращаться. Но когда он станет мужем, он же будет иметь на это право. Ну, даже это не дает ему повода меня бить. Он ударил меня, маменька. Он дал мне по лицу. Я убежала в лес. Нет, ну каков подлец, а? Маменька, я знала, что вы поймете меня. Каков подлец этот Дмитрий? Ну, 100 раз ему говорила, не ставь телегу на клумбу. Ой. Ну? А что ты так смотришь на меня? Все правильно сделал, Андрей Платонович. Ты вела себя последнее время невыносимо. Маменька, ну он кричал на меня, он меня ударил. Ой, ударил. Ударил. Подумаешь, а как тебя иначе привести в чувство? Будь я на его месте, я бы поступила точно так же. Повторяю, в последнее время ты ведешь себя отвратительно, Лиза. Значит, он уже говорил с вами. Да уж говорил, дорогая моя. Поставила человека в неловкое положение, нагрубила ему. И чуть со стыда не сгорела, когда он мне это все рассказывал. И этот святой человек еще спас тебя. Да еще по-прежнему хочет жениться. Дай Бог, чтоб хоть муж сумел держать тебя в узде. Таня, как там сестрица? Еще не проснулась? Проснулась. Вот, цветы несу ей. Она их любит. Лиза что-нибудь помнит о событии той ночи? Не все. Но последнюю встречу
с Андреем Платоновичем помню. Подожди. Я знаю, ты против того, чтобы она выходила за него замуж, но пойми, счастливый брак строится не только на любви. Существует еще понятие долга. Счастливый брак без любви? Да вы бы смогли жениться только из чувства долга. Поставьте себя на место Лизы. Я не могу оказаться на месте Лизы. Хотя бы потому, что я мужчина. Но разве для мужчин любовь менее важна, чем для женщин? Разве вы предпочли бы долг любви только из-за того, что так положено в обществе? Таня, прости меня. Попытайся понять. Ты мне по-прежнему не безразлична. Но я говорил тебе уже раньше, мы не можем быть вместе. Вы хотите, чтобы Лиза была счастлива? Да при чем тут Лиза? Ни при чем, при всем. Если мы с вами не можем быть вместе, Бог с ним. Но Лиза заслуживает счастья, и я не думаю, что вы хотите, чтобы Лиза всю жизнь страдала с этим чудовищем. Таня, я тебя спрашивал уже раньше, обидел ли он ее. Ты мне ничего не ответила. Быть может, ты сейчас расскажешь? Скажи, Андрей Платоныч обидел Лизу? Кажется, я слышал свое имя. Ирод проклятый. Ишь чего задумал. Да кто ж тебе поверит, что я убил Ивана Ивановича по приказу Анны? А вот к тебе, ворюга, давно доверия нет. Замолчи, холоп. Я служил старому барину верой и правдой, а тебя за обман выгнали. Неизвестно, кому поверят. Известно кому. Кто найдет улики, тому и поверит. Склянку! Склянку! Склянку прячь, дура!